26 апреля 1986 год вошел в историю как один из самых трагичных дней для Советского Союза и всего мира. В этот день на Чернобыльской атомной электростанции произошла катастрофа, последствия которой ощущаются до сих пор. Огромная территория вокруг станции была признана опасной и закрытой для проживания. Люди ушли, оставив за собой города-призраки и пустые дома, а природа осталась одна наедине с радиацией. Много лет спустя ученые начали новый проект, цель которого понять, как изменилась экосистема этой заброшенной зоны. И результаты оказались неожиданными. Отсутствие человека оказывает на природу куда меньше вреда, чем само радиационное загрязнение. В Чернобыльской зоне вновь появились виды животных, которых здесь не наблюдали десятилетиями, а то и столетиями. За последние 30 лет численность диких животных на этих землях заметно выросла. Это дало основание ученым полагать, что для природы человеческое присутствие может быть разрушительнее, чем авария на ядерной станции. Чтобы следить за перемещением и численностью животных, исследователи изучают следы на снегу и используют фотоловушки. Только в прошлом ноябре на территории украинской части зоны отчуждения было установлено 42 камеры. Собранные данные поразили. В чернобыльских лесах стали встречаться все больше кабанов, волков, косуль, лис и даже редкие животные, ранее исчезнувшие из этих мест, бурые медведи и европейские рыси. Более того, камерам удалось запечатлеть зубров и лошадей Пржевальского, редкие виды, которые практически невозможно встретить в дикой природе. Профессор Джим Смит из Портсмутского университета отметил, что трагедия Чернобыля, как ни парадоксально, превратила эту зону в нечто вроде заповедника. Речь не о том, что радиация — это хорошо, говорит он, но отсутствие человека открыло дорогу восстановлению дикой природы. Это история напоминания. Иногда именно человек способен нанести природе больший урон, чем даже такие разрушительные явления, как радиоактивное загрязнение. И, возможно, нам стоит задуматься, кто на самом деле представляет большую угрозу экосистеме. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.